Друзья, всем привет! Наш дачный сезон продолжается. На улице лето, середина июля, жарище, дети без остановки купаются в бассейне, не вылазят. И случилась проблема. У нас сломался наш песочный фильтр-насос. Сегодня поговорим о его ремонте. Напомню, что у нас за бассейн. У нас бассейн Intex 366 на 76 на 6 кубов воды, в котором у нас стоит скиммер, стоит он на подложечке из пеноплекса, и фильтруется все это дело вот таким вот двухкубовым фильтром-насосом Bestway. Сам насос запитан от такой вот розеточки с таймером, и даже когда нас нет рядом, она включает и выключает насос по расписанию. И в один из дней я подошел и слышу, что насос снизу гудит, но вода через него не циркулирует, то есть он не крутится, не работает. И эту проблему мы будем с вами решать. Итак, достаем наш фильтр-насос и приступаем к его разборке. Ну, в первую очередь, конечно же, надо проверить, что там у нас по мусору, но внутри на вид все чисто. Значит, лезем вовнутрь. Разбирается он довольно просто. Опрокидываем его на бок и снизу ищем 4 самореза под обычную крестовую отвертку. После того, как мы открутим все эти 4 самореза, то сам насос можно будет легко разделить с фильтром. Он полностью все это основание отделится от фильтра колбы. И вот что нас встречает внутри. А внутри у нас стоит сам насос с улиткой, немножко электрики, и все это дело в дальнейшем уходит в песочную бочку. В первую очередь, конечно же, проверяем проводку. Может, где-то что-то отошло, окислилось, но в моем случае все целое. Значит, копаем дальше. Первое, на что стоит проверить насос, это на мусор. В улитке может намотаться куча волос, ну и что-нибудь попасть еще через фильтр грубой очистки. Чтобы ее разобрать, нужно открутить там 4 винтика и потом по кругу еще 6 винтов обычной крестовой отверткой. Раскручиваем, снимаем улитку, и внутри нас встречает крыльчатка. Смотрим, что на ней, а на ней, конечно же, есть мусор. Чтобы открутить крыльчатку, она откручивается простым движением руки против часовой стрелки, она на обратной резьбе. Никаких приспособлений для этого не надо. Откручиваем ее, снимаем и чистим. В моем случае на крыльчатке была куча волос и всякой мелочи, а внутри на самом подшипнике, как видите, что-то наподобие такого, как накипи, налета, извести. Насос у нас в эксплуатации уже 4 года, поэтому не мудрено, что здесь что-то забилось. Если фильтр-насос у вас гудит, то может быть еще такая проблема. Если проводка целая, то проблема будет конкретно в конденсаторе. Конденсатор здесь стоит CBB61 на 2,5 микрофарад, 450 вольт. Его можно без проблем найти в любом магазине по продаже разного рода таких вот электронных элементов. Купили и поменяли. Если же насос не гудел, то, скорее всего, погиб мотор. И это самое печальное, потому что с ним будет похуже при покупке. В данном случае стоит мотор 58271-1. По этому артикулу, кому интересно, тоже можете найти себе новый движок. Но, повторюсь, чаще всего проблема будет либо в мусоре, либо в конденсаторе. Если мотор гудит, значит он работает. Если при включении не гудит, увы. Итак, я полностью промыл всю улитку, всю крыльчатку, собрал все в обратном порядке, включаю, и вуаля, все заработало. Насосик сразу работает и качает воду, причем по ощущениям может быть даже лучше, чем и было, но это субъективно. Поэтому мне повезло, в данном случае никаких элементов перепаивать не пришлось. Однако время покажет, может быть все-таки конденсатор. Вот как-то так. Если видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!